Добрый день, дорогие пекари! Сегодня возвращаемся к извечному вопросу. Сколько бы я на него не отвечала, сколько бы я не писала у себя в Телеграме, сколько бы я не снимала сюжетов, вопрос повторяется. Почему тесто на закваске жидкое? Давайте разбираться. Все полезные ссылки оставлю в описании, посмотрите. Я думаю, они вам точно помогут. Итак, почему тесто на закваске жидкое? Давайте разберем прям по порядку все возможные причины. Причина первая, как говорила моя учительница математики, проверка на глупость. Проверка на глупость – это проверка рецепта. Возможно, в нем есть ошибки, но это не ваша вина, вы откуда-то переписали рецепт, ошиблись при переписывании, либо в самом рецепте какая-то ерунда закралась. Поделите количество воды на количество муки. Если вы получите цифру более 0,8, то вероятность того, что у вас все растечется, практически стопроцентная. Когда вы будете считать, посчитайте и ту воду, и муку, которая у вас есть в закваске. Если вы берете 100 граммов закваски, значит в ней 50 граммов воды, 50 граммов муки, если ваша закваска 100% влажности. Я думаю, вы понимаете, как это посчитать. То есть вы посчитали, сложили всю воду, сложили всю муку и поделили. Если есть, кроме воды, какие-то жидкие ингредиенты, какие-то сиропы, мед, что-то еще, все, что может разжижать тесто, масло, все прибавляем в жидкость. Если есть какие-то сухие ингредиенты, например, отруби или что-то подобное, все это прибавляем к муке. Еще раз повторюсь, если вы получили результат выше 0,8, это значит, что тесто, вероятнее всего, будет очень жидким. Момент второй. Слабая мука, либо мука, не подходящая к данному рецепту. Если вы даже получили 0,8, но у вас в рецепте сильная мука, вы взяли обычную, она просто не подходит к этому рецепту, она не сможет впитать столько воды. Обобщая второй пункт, могу сказать, что у разной муки бывает разная влагоемкость. И влагоемкость вашей муки может отличаться от той, которая заложена в рецепте. Чтобы избежать вот этого, вы не добавляйте сразу всю воду в рецепт. Вы добавляйте, например, на 50 граммов меньше. И потом по чуть-чуть будете добавлять и видеть, впитывает или не впитывает. Это вот проверка на влагоемкость муки. Следующий момент. Возможно, в самом рецепте изначально действительно заложена высокая влажность этого теста, но вы не умеете его замешивать. Технику замеса жидкого теста я показывала. Это техника отбивания. Оставлю ссылку в описании. То есть при замесе тесто у вас лучше и лучше начинает тренироваться, приобретает эластичность, однородность и перестает растекаться. Момент следующий. Высокая температура и перегрев теста. При высокой температуре тесто начинает растекаться. Как этого избежать, как это понять, как это проверить? Убрать тесто минут на 40 в холодильник, и если после этого оно перестает быть текучим, значит проблема была в перегреве теста. Следующее. Высокая кислотность вашей закваски. Пробуйте закваску, пробуйте ее всегда, пробуйте ее после холодильника, пробуйте ее перед кормлением, пробуйте ее после кормления. Вы должны знать, какая ваша закваска на вкус. И если она на пике очень кислая, она щипит язык, она похожа на лимон, это значит, что кислота будет разрушать клейковину, кислота к этому способна. То есть в небольшом количестве кислота клейковину укрепляет, а в большом количестве кислота начинает растворять клейковину. И, естественно, у пшеничного теста нет каркаса, оно будет растекаться, растворяется клейковина прямо у вас в руках, и тесто становится жидким и текучим. Может быть целый комплекс этих факторов, может быть и ошибка в рецепте, и муку вы не ту взяли, и жарко может быть, и все это может быть одновременно, поэтому анализируйте то, что вы делаете. И, конечно, еще никто не отменял таких ошибок, как, например, ошибка при взвешивании. Вы отвлеклись, у вас весы сбросили показания, вы забыли, сколько было на них, что-то добавили и ошиблись при взвешивании. Это тоже возможно. Запоминайте, записывайте и анализируйте то, что у вас получается. Ну а на этом все. Давайте с вами продолжать печь. Испечем еще много всего интересного. Задавайте ваши вопросы, подписывайтесь на Telegram, на другие мои ресурсы. Все полезные ссылки будут в описании.